Привет, и сегодня у нас про обезьянью оспу. Итак, обезьянья оспа. Причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения. Итак, оспа обезьян или обезьянья оспа – это редкое вирусное зоонозное заболевание, иными словами, оно передается человеку от животных. Вирус оспы обезьян является родственником натуральной, то есть черной оспы. Относится к тому же роду, но вот только отличается он сравнительно низкой смертностью и более легким течением болезни. Это уже неплохо. Отдельно стоит сразу отметить, что у детей, беременных женщин и людей с угнетенным иммунитетом вероятность тяжелого течения выше. Сейчас как-то начали со всех утюгов про него кричать, но правды ради стоит отметить, что первый вирус обезьяньей оспы обнаружили у лабораторных обезьян в Дании, где заболели макаки-крабоеды из Сингапура. Отсюда и появилось название «оспа обезьян». Первый случай заболевания среди людей был зарегистрирован в 1970 году в Республике Конго. Страны Африки для этого вируса являются родными. Первая же вспышка за пределами Африки случилась в 2003 году в Соединенных Штатах. В страну привезли примерно 800 экзотических животных из Ганы, среди которых оказались хомячковые крысы, зараженные этим вирусом. От них заразились луговые собачки, которых в Техасе продавали как домашних питомцев. Европа столкнулась с этим заболеванием уже в 2018 году, когда в Великобритании было зарегистрировано 7 случаев обезьяньей оспы у людей, вернувшихся из экзотических стран. Последние сообщения о новых заражениях в разных странах мира обезьяньей оспой появились в мае 2022 года. И хотя пока зарегистрировано чуть более сотни подтвержденных случаев и чуть меньшее количество людей с подозрением на обезьянью оспу, Всемирная организация здравоохранения заговорила о необходимости вакцинации населения, ну и, конечно же, новой пандемии. В этот раз болезнь распространяется необычно. Большинство заразившихся в Африку не ездили. Нет и явной цепочки заражений. Случаи оспы обезьян фиксируются в разных частях света, хотя больше всего их в Европе. И мы обязательно расскажем, почему. По количеству случаев заболевания сейчас лидируют Испания, Великобритания, Португалия. Случаи обезьяньей оспы зафиксированы в Германии, Италии, Канаде, Израиле, Австралии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, США и Франции. Уже начали появляться сообщения о заболеваниях в Швейцарии и Греции. В конце мая 2022 года количество стран за пределами Африки, в которых выявлены случаи заболевания, выросло до 17. Причины заболевания обезьяньей оспой. Оспа обезьян передается людям от мелких грызунов, крыс, белок, мышей и приматов через прямой контакт с животными и укусы. Считается, что вирус-возбудитель обезьяньей оспы имеет умеренную способность к инфицированию среди людей. Передача вируса от человека к человеку требует очень тесного контакта. В большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем через биологические жидкости – кровь, сперму, слюну, а также контакт с зараженными материалами – одеждой и постельным бельем, если нарушена целостность кожного покрова. Высоким считается риск передачи во время полового акта и низким во всех остальных случаях. По одной из версий, быстрое распространение оспы обезьян в последнее время может быть вызвано новым штаммом, приспособленным для передачи от человека к человеку. Другой причиной может быть ослабление иммунитета к натуральной оспе. Считается, что резкое увеличение заболеваемости связано с прекращением всеобщей вакцинации против обычной оспы в 1980 году. Вспышку заболевания могло вызвать и возобновление туризма после карантина COVID-19. Существует и еще одна версия, мне она кажется более правдоподобной. Ведущий советник Всемирной организации здравоохранения назвал беспрецедентную вспышку обезьяньей оспы в развитых странах случайным событием, которое, по-видимому, было вызвано сексуальной активностью на 2 недавних массовых мероприятиях в Европе. Косвенно эту версию поддерживает тот факт, что большинство случаев в Европе зафиксировали у гомо- и бисексуальных молодых мужчин в возрасте от 21 до 40 лет.
Среди них преобладают участники майского гей-парада Гран-Канария на Канарских островах, в котором приняли участие около 80 тысяч человек из разных стран Европы, и посетители знаменитой гей-сауны под Мадридом. Несколько случаев заражения оспой обезьян были выявлены в Бельгии после проведения ЛГБТ крупномасштабного фестиваля в Антверпене. Таким образом, вариант глобальной эпидемии обезьяньей оспы, такой как COVID-19, пока маловероятен, считают эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Во-первых, оспа обезьян не очень заразна. Показатель R0, число людей, которые может заразить один носитель, для нее составляет от единицы до двойки. Для сравнения, у омикрон-варианта коронавируса показатель R0 мог достигать 12. Во-вторых, вирус плохо передается воздушно-капельным путем. Большинство случаев связаны с половыми контактами и соприкосновением с биологическими жидкостями. В отличие от коронавируса, оспа обезьян не образует аэрозолей, мелких капель, которые создают воздушную взвесь и могут преодолевать большие расстояния. Кроме того, обезьянья оспа не является болезнью, которая передается во время бессимптомной фазы, что, кстати, делало COVID-19 таким грозным заболеванием. Ну и в-третьих, даже при мутации вируса от него уже есть испытанная вакцина, которую можно при необходимости доработать. А новые варианты вируса обезьяньей оспы не могут появляться так быстро, как у COVID-19 в силу биологии самого вируса. Однако следует иметь в виду, что вирус может в какой-то момент мутировать таким образом, что начнет эффективно передаваться от человека к человеку. Именно такая вероятность вызывает самые большие опасения. Классификация заболевания. По данным ВОЗ выделяются две основные ветки штаммов. Западноафриканский считается более легким, коэффициент смертности 3,6% от заболевших. И центральноафриканский, конголезский, считается более тяжелым. Тут летальность уже 10,6. Симптомы обезьяньей оспы. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6 до 16 дней, а редко может достигать 21 дня. Период инвазии от 0 до 5 дней, для которого характерны лихорадочное состояние с повышением температуры выше 38,5 градусов Цельсия, сильная головная боль, боль в спине и пояснице, миалгия, то есть мышечная боль, и сильная астения, а это уже слабость. У некоторых пациентов развивается тяжелая лимфаденопатия, увеличение, воспаление лимфатических узлов, которое является отличительным признаком оспы обезьян. Период высыпаний на коже через 1-3 дня после возникновения лихорадки, который вначале манифестирует на лице в 95% случаев, а также на ладонях и ступнях в 75% случаев. Затем распространяются на другие части тела. Высыпания проходят несколько этапов развития. От макулопул, поражение кожи с плоским основанием, до визикул, небольших, наполненных жидкостью пузырьков, и пустул, которые примерно через 10 дней покрываются корочками. До полного исчезновения корочек может пройти 3 недели. Больные часто сообщают о гриппоподобных симптомах с поражением органов дыхания. Сами высыпания часто описываются как очень болезненные, независимо от того, где они локализуются. Сыпь, связанную с обезьяньей оспой, можно спутать с проявлениями других заболеваний, встречающихся в клинической практике. Например, вторичным сифилисом, герпесом и ветряной оспой, а также опоясывающим лишаем. Диагностика обезьяньей оспы. Клиническая дифференциация оспы обезьян от оспы и ветрянки, вызванной вирусом герпеса, а не посквирусом, может быть затруднена. Диагноз оспы обезьян устанавливают с помощью бакпосева, методом полимеразной цепной реакции. Поэтому берегите себя, берегите